Я хочу пролить капельку света на мокрые зоны и очистить вас от стереотипов про санитарные узлы. В этом ролике разберем, что же выбрать: душевую, ванную или ванну с душевой, и какие у каждого решения есть особенности. Начнем с того, о чем многие мечтают, но не позволяют себе иметь. Его Величество отдельно стоящая ванна. Я знаю, что многие смотрят на такие картинки с ваннами и истекают слюнями желания, но потом резко одергивают себя и пулеметной очередью вопрошают: а как ее мыть? А как мыть вокруг нее? А как мыться в ней? Для мытья ли вообще это ванна, а ли просто для красоты? Да и вообще, влезет ли сие величие в мою малогабаритку? Начну развеивать сомнения с последнего. Многие думают, что для отдельно стоящей ванны нужно какое-то особое помещение, примерно в 3 гектара, но такого у них нет, поэтому подходит им только встройка. Но это совершенно не так. В любую ванную комнату, куда влезает стандартная ванна 70 на 170 сантиметров, можно поставить отдельно стоящую ванну. У меня однажды был такой случай. Заказчики согласовали на планировочном решении встраиваемую ванну, а во время разработки стилистического решения я, как бунтующий художник, решила предложить им 2 варианта: со встройкой, как они согласовали, и с отдельно стоящей, как мне сердце повелело. И отправила я это с мыслью, что заказчики точно не согласуют, потому что они утвердили уже встраиваемую ванну, но хотя бы посмотрят, как это выглядит, и будут уверены в своем решении. А они мне такие: нам понравился вариант с отдельной ванной. А я даже не вслушиваюсь: не понравился вариант с отдельной ванной, хорошо, оставляем встройку. А они мне: нет, нам понравился. К слову, практичная душевая у них уже была спланирована. Поэтому мы все с вами должны намотать на свои усы следующий вывод. Отдельно стоящие ванны могут быть длиной и 150, и 160 сантиметров, и при этом могут быть также удобны внутри, как и обычные 170 и 180, просто без бортиков, которые все равно всегда покрывают слоем шампуней, и они превращаются в разноцветный шум и бардак, какую бы красивую плиточку на их фон вы не выбрали. К слову, длина ванны и удобство лежащего в ней параметры не связаны. Если вы задаетесь вопросом «почему?», то подробный ответ есть вот в этом видео, где я рассказываю, как по техническому чертежу ванны можно определить, удобная она будет для вашего роста или нет. Спойлер, главные параметры – это длина дна и уклон спинки. И никак не габаритные размеры. Для организации хранения к отдельно стоящим ваннам обычно добавляются полки, ниши или столики, которые представляются рядом или накладываются сверху. Кстати, вам никто не мешает также организовать и встраиваемую ванну. Для некоторых столики могут быть очень удобны. Чашку чая поставить, книжечку почитать. А вот шампуни, возможно, лучше все-таки стремиться прятать. Они практически никогда не украшают интерьер ванны и практически всегда мешают отдыху, если выставлены всем ассортиментом на бортике. Кроме красоты, есть еще один тонкий нюанс. Это вот этот разноцветный хаос из шампуней, который нас окружает в ванной и потом переносится в наши мысли. Порядок и организованное пространство вокруг очень сильно связаны с внутренним ощущением спокойствия. Теперь подбираемся ближе к вашим тревогам. Сперва надо прояснить, что отдельно стоящие ванны были созданы исключительно для того, чтобы уютными вечерами вы могли в них отдохнуть, расслабиться, отмокнуть и провести домашние спа-процедуры. Они появились в нашем мире, полном тревожных и суетящихся людей, для того, чтобы сеять умиротворение и доставлять эстетическое удовольствие, потому как они практически везде смотрятся чрезвычайно красиво. Есть некоторый набор случаев, которые показывают, что такие ванны вполне пригодны для купания в них маленьких детей. Не знаю, могу ли я экстраполировать известные мне случаи на всех детей нашей галактики, однако то, что это возможно, свершившийся факт. Отдельно стоящая ванна не универсальна. Она не дает возможности быстро и динамично помыться после спорта, как это можно сделать в душе. Она не подходит для того, чтобы взбодриться утром перед началом рабочего дня. Она создана для того, чтобы в ней можно было томно размокнуть. Так что отдельно стоящие ванны лучше ставить в квартирах, где есть возможность поставить и душевую.
Есть некоторые решения, которые позволяют завести шторку на высокий карниз и обвести эту штору вокруг ванны, создавая такую вот иллюзию душевой кабины. Это не новое изобретение, а хорошо забытое старое. Но мне такое решение не очень нравится по двум причинам. Во-первых, шторки в закрытом виде в нашем восприятии создают ощущение какой-то фундаментальной перегородки, но не являются таковой. И в случае, если вы встанете в такой ванне и подскользнетесь, вы будете хвататься за эту штору, которая не даст вам никакой опоры, и вы упадете вместе с ней, не сумев зацепиться за что-то более конструктивное и монолитное, что могло бы вас удержать. Второе. Ванны, особенно отдельно стоящие, не сконструированы так, чтобы в них стоять. Они сделаны исключительно для того, чтобы в них мылись полусидя или полулежа, в зависимости от того, оптимист вы или пессимист. Очень важно запомнить, что ванны по статистике более травмоопасны, чем душевые. Как и в авиации, в ванне самые опасные ситуации возникают при подъеме и при посадке. Естественно, из-за тесноты появились варианты ванн, которые совмещают в себе возможность и полежать, и встать под душ. Там может быть чуть более удобное дно для ног. И совмещение этих двух функций – это самый распространенный и универсальный вариант, но он не идеален, напомню. В ваннах у падающего человека ограничен шаг высокими бортиками ванны, которые расположены близко друг к другу. В душевых при потере равновесия вы с большей вероятностью сделаете шаг в сторону необходимой ширины и поймаете баланс, или в крайнем случае облокотитесь на стену. Так что по возможности отдых в воде и быстрый активный прием душа лучше разводить в разные места. Благо сейчас даже в однушках, новостройках можно встретить два санузла. И никакие ванны, ни отдельно стоящие, ни встраиваемые, не стоит ставить совсем, если вы не любите в них отлеживаться тюленем и не собираетесь купать в них маленьких детей или отлеживающихся тюленят. Если вы собираетесь в них активно брызгаться и плескаться, то ванна не ваш вариант, какими бы шторками и другими полумерами вы ее не огораживали. За исключением вот такого случая, когда вы совмещаете отдельно стоящую ванну и полноценный душ. Но если вы ставите себе отдельно стоящую ванну и противоречите сути этого предмета и будете купать в такой ванне свою задорную собаку после прогулки, мыть в ней велосипед или сушить над ней белье, то отдельно стоящие ванны могут счесть это за оскорбление. Я слышала, что даже некоторые из них срывались с резьбы и убегали от таких хозяев, задрав юбку и сверкая ножками. Кстати, о ножках и юбках. Давайте теперь заглянем под подол отдельно стоящей ванны и посмотрим, что же там происходит. Эти редкие кадры перевернутой ванны, готовящейся к монтажу, показывают нам ножки ванны и слив, который должен соединяться с коммуникациями в полу, которые в свою очередь должны быть утоплены в стяжке. Отдельно стоящая ванна буквально надевается на коммуникации сверху. И это, кстати, не значит, что отдельно стоящие ванны менее глубокие относительно встраиваемых ванн. Если мы посмотрим технические чертежи, то глубина и высота отдельно стоящих ванн и встраиваемых ванн всегда примерно равны. По цене отдельно стоящие ванны приближены к встраиваемым моделям хороших брендов. Если клиенты не имеют своих специфических предпочтений, обычно я ставлю в проекты недорогие отдельно стоящие ванны итальянских брендов с лаконичным дизайном. Хотя сейчас, конечно, совершенно непонятно, что будет происходить с ценами и поставками. Теперь, как эту ванну убирать? Важна форма ванны. Рассуждая об уборке и имея в условиях дефицит площадей, подходит ванна, у которой внешний контур сужается к низу и которая имеет овальную форму. Разместить такую ванну можно с отступом от стен шириной с мужскую руку. Это будут такие 3 маленькие точки, остальные будут больше. А если мы смотрим по полу, то по полу до стен расстояние получится еще больше. В таких условиях убирать вокруг ванны можно будет, не испытывая никаких трудностей. Если вы используете такую ванну по назначению для того, чтобы в ней отдыхать, отмокать, греться и релаксировать, то вокруг ванны будет несколько капель, и уход за такой ванной будет гораздо проще, чем за обычными универсальными стройками. К тому же в ванной комнате может быть установлен теплый пол, который будет помогать испаряться попавшей на него воде. Обращаю внимание, теплый пол под самой ванной, под ее чашей устанавливать нельзя, только вокруг. Очень красиво отдельно стоящие ванны смотрятся в просторных открытых помещениях или в помещениях со стеклянными стенами.
Если на ванну можно посмотреть хотя бы с расстояния нескольких шагов, то будет видна вся ее красота. Стеклянная стена вокруг ванны на самом деле это достаточно практичное решение, потому что в момент, когда на ней будут заметны засохшие капли, можно будет поставить робота-мойщика окон, и он все помоет за вас. Только учитывайте это также при планировании размещения ванны, чтобы робот мог проехать между ванной и стеклом. Плитку же, скорее всего, придется мыть самим, если у вас такая плитка, на которой видны следы капель, а также периодически затирать швы затиркой. А если вы используете матовое стекло или шторку, как, например, у меня в интерьере, из специальной ткани для влажных помещений, вот эту ткань вы можете спросить во всех салонах штор рядом с вами, то все оказывается еще проще. Кстати, капли чаще всего оставляют за собой следы на поверхностях из-за не очень чистой и не очень хорошей воды, поэтому лучше ставить фильтры на всю входящую в квартиру воду. Это очень сильно поможет в уходе не только за санузлом и за тем, что в них находится в этих санузлах, но и за кухнями. Одним этим действием можно полностью убрать или сильно уменьшить количество потенциальных разводов от воды при уборке во всех помещениях. Стиральная посудомоечная машинка, кстати, тоже скажут вам спасибо, а еще вероятно, что волосы и кожа будут более мягкими. Душевую можно поставить куда угодно, когда угодно, и в ней гораздо удобнее смывать с себя все шампуни, уходы, пены и прочее. И в душевой хорошо, что не надо держать лейку одной рукой, к этому очень быстро привыкаешь. На экране минимальные размеры, которые необходимы для того, чтобы средний человек смог согнутые в локтях руки поднять, помыть голову и ни обо что не удариться. Некоторые, к коим отношусь и я, любят душевые без дверей. Есть в этом, знаете ли, какая-то легкость. Входишь в душ, включаешь воду и все. Не надо ничего обходить, переступать, ничего открывать, закрывать и как-то тесниться. Для такой одинокой без двери перегородки со стороны душа хватает примерно 90 см, чтобы предотвратить попадание капель на пол. Но все равно гипотетически можно как-то взмахнуть волосами или рукой, и несколько капель упадут на пол. Так что если для вас это проблема, то обязательно ставьте дверцы или увеличивайте ширину этой стеклянной перегородки. Душевые кабины обычно выглядят не очень. Куда их ни поставь, они всегда все портят, так что лучше их не рассматривать вообще. Гораздо лучше, если душевая организуется через плитку или красивый душевой поддон. Можно туда еще поставить решетку из стикового дерева, ножкам будет очень приятно. Самые красивые сливы получаются, если они устраиваются в уровень с полом. В идеале лучше делать душевую так, чтобы все внутренние механизмы слива были бы утоплены внутри стяжки. Красивые душевые поддоны выглядят вот так. Либо, если делать поддон из плитки, организовать небольшой уклон для воды и трап сделать либо щелевой, либо с местом для встройки плитки. Еще в душевой можно организовать место для сидения, например, из пластика или из того же тика. Хранение в душе можно организовать огромным количеством способов, но один из моих любимых – это брать смеситель для душевых с полкой для шампуней. Такие, кстати, чаще всего бывают с терморегулятором. Кстати, это прекрасное изобретение, я даже посвятила ему поэму в своем инстаграме. А еще есть вот такие вот полочки со скребком для капель. Это специально для тех, кто страдает от вида немытого стекла. Девиз такой: помылся сам, протри стекло. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео с тем, кто выбирает себе ванну или душ. Всем дизайн!